Эй, йоу-йоу-йоу! Всем привет! Здесь Форест Гад и... А никаких «и». Здесь только Форест Гад. И это значит, как в старые добрые времена, соло-поход. Сегодня будет и сплав, и пеший поход, и просто готовка, и все что угодно. Короче, вот здесь вот классный канал Минско-Вилейской водной системы. Сейчас я спускаю по крафт на реку Иля, и мы гоним 25 километров прямо до Вилейского водохранилища или озера, как оно называется, поправьте меня в комментарии. И будем сейчас кайфовать, плыть, думать, заниматься созерцанием, все что угодно. Погнали! Какое-то слишком мощное начало было. Не знаю, вывезу ли я в таком духе целый выпуск. Это реально канал Вилейско-Минской водной системы. И вода зацвившая, зеленая. Надеюсь, видно, а может быть и нет, и это не важно. Потому что мы идем к машине. Собственно, транспортировка покрафта к воде. Вот он покрафт. Вмещается сюда. Вот. Иду по такому, по такой, как это сказать, по такому месту. Оно такое не то чтобы необычное, неожиданное. На карте оно выглядит совершенно по-другому. Я вот кину карту. В этот раз будет очень много карты. Я вообще не так представлял это место. Думал, тут просто какие-то заросли. Вот это вот насыпь этой Вилейско-Минской водной системы. Там впереди пляж, мне на него, река Илья. Я по ней поплыву. Вот это вот второй противоположный отрезок насыпи. Грубо говоря, я иду по Вилейско-Минской водной системе. Я думаю, она где-то здесь в трубах снизу течет. Тут такой проход. Проход вымощенный плитами. О, нормальный подход к воде, нормальный. Сейчас все будет. Сейчас надую покрафт и погоним. А река такая широкая, хорошая. Надеюсь, и течение на ней хорошее. Как краски тут играют. Пляж, лес там вдалеке. Здесь этот рогоз или камыш. Ну, кремом я уже намазался, поэтому я не совершу такую ошибку. Хоть сейчас немножко зябко, я себя чувствую, ну, мне немножко холодно сейчас в данный момент. Я думаю, что солнце жарить начнет скоро. Прикол. Положил бутылку, она как линза сработала, и вот здесь вот только что дым шел. Сейчас попробую распалить. О, дым. Промежуточное видео прошло минут 10-15. Покрафт надут. Несмотря на то, что я проснулся сегодня в 7 утра, в воду я захожу все равно в какое-то стандартнейшее для себя время в 10:30. Оставляю инферно вон там, под кустами. И сам сажусь и кайфую от 25 километров на веслах. Моя конечная точка — это Вилейское водохранилище. Я туда приплыву, в кемпинг, клевое место. Я там был уже. Возможно, тут появится ссылочка, как я был там зимой. Сейчас я буду там осенью, 16 сентября. Поэтому грузимся. Все, я на воде. 25 километров. Всем предлагаю запастись вкусной и классной едой. И просто получать удовольствие от просмотра красивейших видов и моего превозмогания. Погнали!
Ну что, когда у вас уже имеется небольшое представление о том, что представляет из себя река Илия, скажу про нее пару слов. Безусловно, эта река больше похожа на Ислач, нежели на Вилию или Сож. Она такая маленькая, узкая. Течение хорошее, быстрое. Кое-где заросшая камышом, рогозом. Много поваленных деревьев, но имеются пропилы. Это самое важное. Если бы не было пропилов, я бы тут не проплыл бы. Но кто-то за ней следит. Сколько время сейчас? 11:26, то есть ровно час я уже в пути. Проплыл, ну, по километражу не скажу, я не знаю, сколько я проплыл. Буду смотреть, когда буду делать привал на обед. Уже хочется есть, но не ранее часов 14 я стану поесть. Хотел записать видос и чуть камеру не выронил, потому что на руку приземлился какой-то клоп. Фух. Приземлился, в воду опустился, как говорится. Вообще я хотел записать мысль, что прикольно себя ощущать в месте, где берега полностью заросшие кустами, непроходимой растительностью, в общем. А ты здесь плывешь, и у тебя есть доступ туда, где, ну, не то чтобы никто, но очень мало людей вообще проплывали, проходили, имели возможность увидеть, что здесь творится. У меня очередной поворот. Извилистая река, очень извилистая. Рыбаков нету особо. Вот, кстати, зверовая тропа явно. Они явно тут подходят. К воде попить, может. Рыбаков очень мало. Если на Ислаче стояли рыбаки, ну, не так уж и много, но были. Тут вообще еще пока что ни одного не увидел. Я бы сказал, что Илия очень уютная река, потому что за каждым поворотом тебя ждет вот такой вот вид. Видно, что уже начинается осень. Кое-где деревья уже пожелтели чуть-чуть. Кое-где вот уже красные деревья. На каждой реке есть какие-то вот деревья с красными листьями. Очень много черемухи встретил на берегах. Интересное наблюдение. Всегда, когда появляются сосны, появляется интернет и какие-то места для стана. Вон там что-то стоит уже. Вероятно, камера не передает, но это очень высокое дерево, и оно уже наклонилось. То есть это значит, что рано или поздно оно свалится в воду. Неплохой бережок вот этот вот. Можно было бы там поесть, но еще рано. Здесь осень видна больше всего. Разные краски уже. Там где-то красный, где-то желтый, где-то такой бурый уже. Уже не только зелень. Еще красивый момент иногда происходит, когда идешь на весле и рядом с тобой опускается лист. Так медленно, плавно и аккуратно на воду. Настроение сразу так поднимается почему-то. Не знаю почему. Вон есть места полностью заросшие этой... Это лилия или что это? Такие маленькие листики растут. Вот. Там, куда мне несешь. Здесь будет видно, как вода на деревьях бликует. Поднялся ветер, но хорошо, что дует в спину, попутный. Начал видеть очень много рыбы. Вокруг лодки плавает.
И по карте посмотрел, прошел где-то 1/5 маршрута, то есть это где-то 5 километров. Время 12:30, 2 часа в пути. То есть, ну, нормально. 2 часа на 5 километров. Надо ускоряться. 10 часов я не хочу плыть. Сразу два события. Первое. Выпорхнула из кустов утка. И у меня чуть сердце не остановилось. Как взлетело, просто сердце сразу... Второе. Видел очень много рыб. Очень много. Вот было место, где прямо целая стайка такая рыб выпрыгнула из воды. Не одна, а сразу стайка. Много окуней вижу, плавают. Но это вот уже мне не нравится. Натянуто что-то через реку. Я надеюсь, это не провода. Чтобы меня тут не долбануло током. Нет, не провода. Это, наверное, обозначение конца какого-то маршрута. Вон к дубу привязаны. Сюда, наверное, какие-то флажки цепляются. А дальше, наверное, нету маршрута. Ну, в смысле, я надеюсь, что есть. Надеюсь, там есть пропилы. Если пропилов нету, будет все немного печальнее. И такие непонятные штуки встречаются тоже. Нет. Это так происходит, когда я хочу что-нибудь снять. Снимаю, и меня несет куда-нибудь в берег. Я в него втыкаюсь. Светит нормально солнце, но мне не жарко, потому что, ну, дно же не надувное, и я как бы сижу на воде, и вода холодит. Ну, получается так, сверху тепло, снизу холодно, и баланс соблюдается. Почти 3 часа в пути. Закину карту, чтобы было видно, где я. Вот, причалил. Здесь вообще необитаемая долина какая-то, равнина. Никого нет, ничего, одни поля. Я такой, если честно, вижу первый раз, чтобы вот прям поля, и которые вообще никакой жизни нету. Мой покрафт. Размял ноги, можно дальше вламывать. Так, я впереди слышу водопад. Будем брать. Надеюсь, лодку не пробью. Ох, какой он здоровый. У! Даже не цепанул дном ничего. Поток хороший. Опять погружаюсь в темноту леса, в прохладу. Это не как под палящим солнцем по полям гонять. Вон можно увидеть, на каком уровне была река. Вода, точнее. Когда-то. И сколько воды сошло. Метр где-то. На солнце... Короче, тень, и солнце подсвечивает только мошкару эту. Явление интересное. Штиль полнейший. Ни дуновения. Время 15:00. Я все еще не ел. Все еще ищу идеальное место для обеда. Но не хочется становиться на каких-то там маленьких пятачках. Хочется хорошее место. Только что снимал штиль, и вот на тебе ветер, пожалуйста. Егор Геннадьевич. Возможно, когда люди смотрят на такое, на такую картинку, им не нужна еда. Иначе я не знаю, как объяснить тот факт, что я до сих пор не обедал.
Короче, я жестко застрял. Здесь мелководье. И все. Я стою посередине реки и толкаюсь я только веслом и продвигаюсь на 10 сантиметров в минуту. Сейчас буду что думать. Возможно, придется выходить из лодки и тащить ее. Обошлось без выхода из покрафта. Задолбался толкаться веслом. Итак, очень крутой причал. Можно глянуть на чистоту воды. Видно прямо до дна. А тут, кстати, где-то сантиметров 70. Я уже без очков. А это значит, что покрафт на суше. И вот здесь кипятится вода. Кипячу целый большой котелок. Кстати, вот мой новый котелок. На быструю лапшу вместе с сосисками и бахну нормально так чая. Может, потом гляну, что это вообще за место. Ой, и, кстати, весло свое забыл. Вот. Откуда-то вытекает такой вот ручей. И вот сделали, так камнем придавили, тут явно труба, и откуда-то он течет. Так, не забываем инструмент. Какой кайф все-таки остановиться, поесть. Вон кофе, кофе заварен. Жду, пока все заварится. Сижу на берегу. Тут, кстати, есть такая, не знаю, как показать, доска, щит сбитый. Щит сбитый из досок. Сколько мне осталось по метражу, не смотрел. Сейчас 16:08. Я думаю, ну, надеюсь, к 19, наверное, где-то быть на месте. Ладно, моя ставка 19:30. Посмотрим, как сыграет. Но я не могу остановиться, мне в любом случае придется быть на месте, ну, там. Потому что, ну, а как и по-другому? Я же с покрафтом, что мне? Палатку я не брал, я там арендовал домик. Хотел сначала взять палатку и в палатке там ночевать, но потом решил, что назад же идти надо, и палатка это лишний вес. А палатка, где палатка, там и коврик. Короче, решил пожертвовать кайфом ночевки в палатке, уменьшить вес при завтрашнем переходе. Завтра же у меня пеший маршрут. Мне же нужно будет возвращаться. Ну что, мой обед закончен. 16:30. Цель до 19:30 добраться до Вилейки. Погнали.
Вот он мост, наконец-то. Почти доплыл, осталось пару километров. Хотя не знаю точно сколько. Сейчас кину карту, отмечу место, куда мне плыть, и отмечу, сколько километров осталось. В общем, вон там мост. Я неправильно посмотрел. Мне осталось не пару километров, а километра 4 минимум. Чувствую плечи. Да и, в принципе, уже бы сошел бы на берег. Вон полетели утки. Интересно, отсюда видно место, куда я направляюсь, или еще пока нет? Нормально так присел на весло, и уже даже, наверное, моста не видно. Присел на весло, но не на бутылку. Так, там, где я снимал и говорил, будет ли видно, мы видели, наверное, вот максимум это дерево. Вот. Это еще не то. Возможно, то, что нам надо, это тот лес. Вот там, где вон тот, вон лес за деревом. На заднем плане. Осталось, ну, буквально вообще кропаль, там пару километров. Уже и руки гудят. И сам себя уже чувствую так, что уже все уже достало плыть. Но последний рывок. Рывок! По центру Вилейского водохранилища. Солнце очень быстро садится. Не успел даже заснять. Секунд 7 и его нет. Я почти приплыл. Мне вон туда, вон за поворот. Не знаю, будет ли видно или нет, но вот там вдоль берега сидят одни цапли. Вот раз, блин, да их даже сосчитать невозможно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ну, короче, куча цаплей. Блин, 15% осталось батареи. В общем, на заднем плане вот этот лес мы видели. Это не то. Мне прям за него, вот туда обогнуть, за поворот. И за поворотом вот прямо там будет кемпинг. Клевое место. Место для тех, кто хочет рыбачить с комфортом. Подхожу к клевому месту, и уже сразу же слышна музыка. Впервые я подхожу сюда с воды, а не с той стороны, пешком или на машине. Все, я швартуюсь вон там, где лодки. Около бани я сейчас швартанусь, и потом налево. Там свет горит в администрации, мне скажут, где мой домик. Меня, наверное, уже не видно. Короче, я заселился, но поселили рядом с любителями короля и шута. Сейчас пойду разрулю, может, чуть подальше домик возьму. Все, чуть позже все буду показывать. Чуть-чуть видно. Я вот здесь проплывал, получается. Плыл оттуда, вон туда. Вернулся назад. Ну, получается, вернулся назад в домик, чтобы заселиться. Уже все, уже в лесу темно. Видно только там, там, где небо немного красное. Там немного видно. Поворачиваю сюда в лес, все. Причем это реально так. В общем, я уже домашний. На улице темно. Вообще, ну, типа, ничего не видно. Я вот думаю, что надо ли мне вот это вот, надо ли мне долбаться с этим костром, что-то там распаливать? Ну, зачем мне это надо? Тем более, когда прошел 25 километров, что-то как-то, ну, вообще не хочется этим заниматься. Я лучше сейчас спокойно себе приготовлю сначала чай, потом гречку с овощами, сосисками, поем и буду чилить. Тем более завтра меня ждет 20 километров пешки. Поэтому сегодня что-то как-то сидеть на улице, ну, не то. Давайте-ка посмотрим. Темнота. Ничего не видно. Но видно здесь. Короче, гречка и сосиски. Итак, у меня готово. А вообще, здесь, в домике, довольно-таки холодно. Ну, мне так зябко. Я все время хожу, трясусь. Я даже вот сидел
Ну, что-то там смотрел, какие-то там ролики, и, короче, даже одеяло расчехлил. Ну, тут лежали одеяла, чтобы, ну, закутаться, чтобы не было холодно. Вообще, я себя чувствую холодно. Но я с собой взял солевые грелки, мне, ну, ночью должно быть отлично в спальнике. Я хочу отправить самому себе сообщение вот туда куда-то в будущее, на ту, когда я буду сидеть по ту сторону экрана и пересматривать это видео. Как же сейчас круто сидеть, вот, сидеть в этом домике. Там холод, правда я знаю, что еще пойду мыть котелок, но все равно. Там холод, а здесь в котелке горячая гречка и сосиски. Это просто такой кайф. Я настолько кайфую, что это, ну, невозможно передать, только я, наверное, пойму, когда буду пересматривать. Но вот это просто такой кайф. Ничем не сравнится. То есть это когда ты прошел на веслах 25 километров, ты задолбался просто в ноль, у тебя все планы пошли, ну, не получились. То есть, ну, я думал, что намного раньше приду, но нет, я пришел, уже стемнело. Купил этих бревен, не бревен, а поленьев. Ну, короче, распалить костер, ничего не полил, потому что уже нету сил. Приготовил себе поесть, и просто кайф. Такой кайф, ты просто на такой расслабухе сидишь. Пойду сейчас в этот холод мыть котелок, чтобы еще чая заварить и бахнуть с печеньем или с твиксом, еще пока не решил. А может и с печеньем, и с твиксом, посмотрим. Там холод, конечно, не хочется туда идти, но что поделаешь. Небо очень звездное, виден прямо Млечный Путь отчетливо. Луны здесь я не вижу, не наблюдаю. Все успешно. Помыл. Так холодно на улице, что изо рта пар идет. Идешь и как зимой. В таких местах, конечно, очень сильно звезды видны. Ну, наверное, источника света нету, и просто все как на ладони у тебя все звезды. Хотел проснуться ночью, подойти к берегу, посмотреть на звезды. Но что-то я думаю, что никуда я не пойду ночью, потому что будет очень холодно. Мощная кружка чая с печеньем будет заточена на ночь. Время 22:36. Ну, я не знаю, смысла нету сегодня рано ложиться спать. Какая разница? Завтра все равно можно поспать и выдвинуться. Ну, посмотрим вообще, будет видно. В общем, я уже на 2-м этаже в своем спальнике. Холодно, жестко. А так, в принципе, на сегодня все. 23:20. Думаю, в 12 буду уже отбой делать. Все, всем пока. Всем до завтра. Сегодня ночь, ну, пройдет 100% спокойно, нормально. Поэтому завтра просыпаемся и вламываем 20 километров. Доброе утро. Ой, холодно, капец. Градуса 2-3 было ночью. Задолбался греться. Эти грелки брать солевые. Так, допустим, кестер я распалил. У меня просто мокрая со вчерашнего дня энцефалитка. И я же когда плыл, когда переворачиваешь весло, на тебя капли падают. И она промокла вся. Все, надо шевелиться, потому что я так не выйду вообще. Пойду воды наберу, вон там, вон в баке. Руки болят, капец просто. Вчера я так ломанул, что не знаю. Я плыл вчера, вообще ничего не болело. Ну, вроде плывешь и плывешь. А сегодня левую руку поднять еле могу только.
Что по плану у меня? У меня сейчас будет по плану каша, плюс сосиска осталась одна. И бахаю чай вместе с Твиксом. Начинаю собирать рюкзак. Туда надо упаковать и покрафт, и все вещи, которые я, в принципе, привез. Вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Промежуточные съемки. Время 9:30. Покрафт уже почти свернут. Сейчас сворачиваю спальник. Энцефалитка почти уже сухая. Здесь у меня есть каша. 2 штуки разные я перевернул. Не помню какие. Одна брусника, по-моему, вторая черника. Сейчас поем, буду ее мыть. И потом делать чай. Вот. И погоним. О, мы ни разу не были сегодня еще на озере. Вон беседочки. Там такие домики. Тут вон прям в палатке спали жестко. Интересно, выжили или за ночь? Вон мои следы еще видны. Вчера вечером я тут мыл котелок. Вон оттуда, с самого края. Оттуда еще даже не видно. Я выплывал. Проплывал вот прямо здесь. И туда руку сложно поднимать. Вон уже рыбаки сидят. Вот, собственно, покрафт в свернутом виде. Ну, хорошо свернутом. Не как я обычно его сворачиваю, а вот как по-правильному. Ну что, валим дичайшую пешку. 21 километр. Все, сейчас на администрацию и погнали. Все, я под рюкзаком на тропе. Кстати, хотел купить воды у них, но у них администратора не было. Охраннику отдал ключи, и он мне выдал чуть-чуть воды в 5-литровике. За бесплатно просто сказал, забирай, да и все. Окей. Важная заметочка. Стартую я в 11 часов утра. Ну это и покрафт. Сдуй, сложи, запихни, чай попей, шоколадку съешь. Все, весь в делах. Здесь я когда-то шел в зимнем походе и показывал, вон там вон, над деревьями была такая полоса черная. Тогда еще были видны те деревья, а сейчас не очень видны, потому что березняк стал повыше. И елки, ели точнее, ой, сосны стали тоже повыше. Интересно так наблюдать, ну, попадать в одно и то же место в разные периоды года и в разное время, смотреть, что изменилось. Во! В прошлом году зимой тут было навалено бревен до неба. Осталось вон чуть-чуть совсем. А скоро будет место, где я обедал, но я его не найду так. Это я примерно знаю, где оно, но так не пойму, куда надо заходить. Прикол, я нашел это место. Вот оно. Я тут оставлял вот эту вот рогатулину. И думал, что вот, может быть, там за зиму она упадет. Или там ее ветром снесет, или еще что. Но нет, все осталось. Все как было, получается. И вот мой костер. Причем я же на снегу все полил, все на снегу лежало. Кора на березе была, ну, плотно. Сейчас она уже подгнила. Странное чувство, когда нашел свой же стан спустя там больше, чем год. Или сколько, я не помню, когда. Этой зимой был этот видос про клевое место. Или прошлой. Не помню. Ну ладно, но это не важно на самом деле. Мини-змея. Гадюка, медянка, не знаю, не разбираюсь. Выхожу к каналу Вилейско-Минской водной системы.
Вот тут есть этот бортик, потом идет следующий бортик и еще один бортик. Так вот, по второй бортик было воды залито. И она была черная. Ну, на фоне снега была черная вода. А сейчас такая зеленоватая немного даже. А вот деревня эта, которая Крыница 5, там что-то так она называлась. Я обходил зимой и возвращался, и шел на эту Крыницу, и там уже шел до нужной мне деревни. Но сегодня совершенно другой маршрут. Мне надо ломить прямо. Вот здесь вот вода рябит, а там дальше только такие длинные большие волны. А вон мост, по которому я переходил зимой. Помню, до него еле дотащился. А сейчас это только начало моего пути. Все, начало выжигать. И так даже и не скажешь, что ночью пришлось использовать все свои солевые грелки, чтобы согреться. Прошел мост. Идем дальше. Ну карту кину. Сейчас кину карту с маршрутом. Синим отмечен маршрут, зеленым сколько я уже прошел. Вау! Вот такой вот вид. И туда куда-нибудь пройтись. Дошел до трассы. Мне надо как-то ее перейти. Мост мне переходить не надо. Как-то надо на ту сторону и все равно и дальше чуть-чуть пройти вдоль этого канала. Вдоль канала нельзя палатки устанавливать. Вот мне на ту дорогу. И чуть дальше. Так, что-то не все. Ну вот мост для машин, а тот мост это для чего вообще? Я понял, что это. Это сооружение, чтобы одна речка проплывала над каналом и текла себе дальше. Но только там что-то нет никакой воды. А вот эти штуки внизу, видимо, чтобы замедлить поток воды, который скатывается по этой горке. Что с той стороны? Тут уже давно ничего не было, мне кажется. Я пока прощаюсь с каналом и заныриваю вот по такой тропинке в поля, чтобы потом пройти чуть в лес и там по болоту пройти мимо лесного пруда. Я думаю, что это не озеро, это пруд, потому что он правильной формы. Я думаю, что он рукотворный, но просто интересно, что это такое. Там будет отрезок 500 метров, на карте там нету дороги, посмотрим. Возможно, придется превозмогать и продираться через заросли. Руку сложно поднимать, плечо болит из-за того, что греб вчера весь день. Вот так вот течет река Илия, причем там, где она разливается, там, где я вчера плыл, так сразу и не скажешь. Вот прямо за этими вот деревьями. Я тут смотрю. Да подожди ты, птица, я не тебя иду. Мне яблоко надо. Сейчас буду пробовать. Что, он червивая, что ли, хотите сказать? Да не. Ветер какой-то поднялся, если будет по ушам бить, ну извиняйте, это к ветру вопросы. Хорошая. Чувачок, ты как? Богомол. Его ветром шатает прям. О, пополз. Ну давай, ползи. Прикол, что его шатает на его этих тонких лапках. Конечно, мощная растительная эта система. Я пришел вон оттуда. Короче, какое-то заброшенное здание. Ну, чтобы было понятно, вот оно в такой вот какой-то жопе мира. Ну, вообще ничего нету рядом. Но тем не менее, оборудовано место для отдыха. Ну, такой типа грибок, и под ним скамейки. И что-то похожее даже на мангал вроде есть.
Вот что это за пруд. Это какой-то платная рыбалка. Зарыбленный пруд. Наверное, настолько платная, что тебе даже кресло дают, чтобы половить рыбу. Вот оно, какое-то озеро. Там вон оборудованные пирсы, чтобы сидеть ловить. Нормально. Только воды мало. Явно вот через эту трубу подается вода. А вон там кто-то сидит даже. Вдоль озера надо пройти. Слева озеро, справа болото, и по центру моя дорога. Неплохой ракурс, только что рыба выпрыгнула из воды. Вот там эти круги. Забываю, что руку невозможно поднять. Возможно, то здание заброшенное, это что-то связано с этим. Аренду платить или что-то. Там, правда, уже даже окна заколочены. А здесь пакеты для мусора висят. Ну и мусора нету, надо сказать. Вот такие вот причалы. Или пирсы. С той стороны заросли. Вообще непроходимые. Но это болото. Вот впереди по карте дорога заканчивается. Если она заканчивается там реально, будет очень плохо. Там хоть и непроходимо, но я слышу там какие-то голоса и мопеды. Неужели мне придется сейчас спускаться куда-то и продираться? Это, кстати, шлагбаум выше меня ростом. Ну что? По-хорошему, мне вон туда. Сейчас буду сверяться с картой, возможно, туда и поломлю. В общем, до дороги 400 метров. Я принимаю решение ломить по зарослям. Сразу два. Ладно, тут не совсем заросли. Тропинка угадывается. Клещей пока... Ага. Сказал, что клещей пока не было. И сразу вон, где он там, как приблизить. Сразу гад нацепился. Тут какое-то супер падение было. Пропилили уже, конечно. Я иду покрикиваю даже. Мало ли. Миша! Второй дружок ползет. Вот, блин. Я что хотел снимать? Я ж не клеща, я только сейчас его заметил. Вон, гриб какой-то. Что-то SD-карта чуть не вывалилась. Чуть не потерял. В общем, прошел эту дорогу. Снял с себя 7 обычных клещей. Зачем-то их посчитал. И одного лосиного, такого летающего, с крылышками. Сейчас приятная дорога. Иду вот по такому лесу, по такой дороге. До поворота километр. Потом налево. Вот я дошел до своего поворота. Там папоротник желтый, пожелтевший. И вот это вот явно засадка какая-то. Предположу, что это было вырублено все. И засажено соснами, потому что ровные ряды сосен стоят. И они уже подросли нормально так. Следы либо собаки, либо волка. Побежал куда-то туда, в чащу. Видимо, волк. Волки! Медведи! На форест гада нападать нельзя. Здравствуйте, бревна. Я, кстати, подхожу уже опять к каналу этой Вилейско-Минской водной системы. Пойду вдоль него. Вышел из леса. Сейчас, наверное, опять буду расчехлять очки, потому что запекло. Вот он, канал. Мне пилить туда километров еще 10, наверное. Я где-то половину только прошел. Странно, ловля рыбы запрещена, написано. Но я много рыбаков видел. Пустой канал. Заросший. А не пустой. Там вдалеке что-то есть.
Отлично, солнце перешло на другую сторону, я по теньку иду. Ну и плюс дорога стала немного попрямее, не такая раздолбанная тракторами. О, очередная такая конструкция. Интересно, ее можно назвать акведук? И так мне осталось 6 км до финишной прямой. Конечно, со сплавным такое себе удовольствие идти. Но ничего не остается, надо идти. Что-то я чувствую, что немного подзапарился, что как-то лицо начало немного краснеть. Решил чуть передохнуть, восстановить силы. Потому что уже 14-17, я вот как вышел, так и шел без остановок. Сейчас пульс немного замедлится и пойду дальше. Решил не становаться, не обедать. Уже потом пообедаю. Сдохший уж. Первый раз вижу так близко ужа. Выразительно эти ушки его желтым отдают. Как снегопад, только листья желтые, березовые полетели. У меня уже все, у меня сил нету. До свидания. О, я готов всех поздравить. Я дошел до своей финишной прямой. Вон туда дорога дальше по каналу, а вот сюда уходит в лес. Мне сюда. Немного пройти по лесу, и мы попадаем прямо там, где стоит тачка. Последний рывок, последний. Осталось километра 2. Те 6 километров, о которых я тогда говорил, я уже прошел. Осталось 2, и мы завершим. По лесу идти даже проще. Идешь себе, солнце не светит, не выжигает тебе глаза и вообще все, что на тебе есть. Здравствуйте. Греется на солнце. Это безногая ящерица, как я выяснил. Трогать ее не будем. Пойдем своей дорогой. Иду по тропе вдоль реки. Вдоль реки Иля. Вот буквально там вон справа в 100 метрах. Буквально там я начинал вчера свой путь на веслах. Что происходит со змеями в этом лесу? Через 20 метров от той лежит это вверх головой. Еще одна. Но это, правда, уже засохшая. Неужели я вышел на это место, вот куда я вчера приехал? Вон, там этот пляж, я оттуда стартовал. Еще пока не вижу машину. Сейчас она покажется вот из-за этого холма. Ну-ка. Нету, что ли? Все? Нет, все на месте. Отлично. Ну что ж, вот и подошел к концу этот жесточайший маршрут. Я назову его наиболее хардовым из всех, что были, потому что ушатался я максимально. Это я спустя 25 километров сплава на весле и плюс 20 километров пешки. Если честно, сил не осталось вообще. Но несмотря на то, что я истощен физически, я наполнен ментально, эмоции, вот эти вот все переживания, вот эти все виды, красота, это природа. Все, я поеду домой восстанавливать силы. Всем желаю
успехов и до новых встреч на новых, незабываемых, классных, хардовых маршрутах.